Боишься клоунов? Я вот раньше не боялся, пока не случилась эта страшная история. Весной в апреле в наш город должен был приехать цирк. На афишах красовался Хаги-Ваги. Мне было невероятно интересно, что же там будут за представления. Родители смогли достать только один билет, так что вечером они решили отвезти меня на это представление. Знал бы я тогда, что увижу тем вечером, то ни за что бы не согласился. Наступил вечер, я собрался и радостный запрыгнул в машину. Мы поехали к месту остановки цирка с Хаги-Ваги. Когда мы подъезжали, издалека был виден большой яркий шатер. Вокруг толпились люди, все смеялись, веселились. Меня довели до входа, и я стал в очередь. Родители же пошли в автомобиль. Сказали, что будут дожидаться меня там. Очередь медленно продвигалась. Наконец я смог попасть вовнутрь циркового шатра. Там было очень красиво и ярко. Казалось, что все места были заняты. Конечно же, очень много детей хотели посмотреть на Хаги. И все они были тут. Нашел свой ряд и место, уселся. И стал ждать. Было очень шумно, все разговаривали, ели попкорн и сладкую вату. Как вдруг из динамиков заиграла жуткая музыка. У меня аж мурашки побежали по коже. Потух свет, и воцарилась полнейшая темнота. Начало становиться жутко. Вокруг стало тихо. Через несколько секунд засветил прожектор. Он освещал центр цирковой сцены. Оглядевшись по сторонам, я очень удивился. Со всех рядов пропали люди. В цирке я был совершенно один. Что-то мне подсказывало внутри, что нужно убираться отсюда. Только я собрался бежать, как на сцену запрыгнул Хаги-Ваги. Он был в образе клоуна. Это выглядело очень жутко. Он зажег кольцо на сцене и что-то прокричал кому-то. В этот момент на сцену начали заползать жуткие зеленые то ли змеи, то ли черви. Они начали прыгать в горящее кольцо. Хаги их ловил и после проглатывал, предварительно разрывая их на куски. После того, как он проглотил последнего монстра, опять зазвучала страшная музыка и... Тут Хаги повернулся в мою сторону и уставился на меня. Казалось, что он смотрит прямо в душу. Он опять что-то произнес неразборчивое, но я догадался. Это он зовет меня. Он хочет, чтобы я тоже подошел и прыгнул через кольцо. А потом он меня, наверное, сожрет. Не быть этому, решил я, и как только мог, побежал к выходу. Входные двери начали закрываться. И я еле-еле успел проскочить и вырваться с этого страшного цирка. Забравшись в машину к родителям, я рассказал им все, что увидел. Естественно, мне не поверили. И отец решил сам все проверить. Через пару минут он вернулся и сказал, что никакого шатра больше нет. Он просто растворился. Такое ощущение, что и не было тут никакого цирка с этим страшным клоуном Хаги-Ваги. Вот такая вот, ребята, история про моего Хаги-клоуна из пластилина. Историю эту я сам придумал. Такого не было. Это всего лишь мои фантазии.
И надеюсь, эта история вам очень понравилась.